Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю торт «Царица Эстер». Рецепт торта взяла из интернета, где торт очень популярен, его многие готовят, и многие остаются от этого торта просто в полном восторге и описывают его вкус просто в превосходных степенях. Торт очень вкусный, очень нежный, просто много других очень-очень-очень. Поэтому я тоже его приготовила и могу подтвердить, что торт действительно очень вкусный и очень нежный. В составе торта маковый бисквит и крем на основе заварного крема. Причем в состав заварного крема входит лимонный сок, который придает торту такую легкую кислинку, которая очень хорошо гармонирует со сладостью белого шоколада, который тоже входит в состав крема. Готовится торт абсолютно несложно. Давайте приготовим. Для макового бисквита нам понадобится 4 яйца и 2 яичных белка. 2 яичных желтка у нас пойдут в крем. 110 грамм сахара, полстакана молотого мака, у меня получилось 60 грамм, 30 грамм муки, 30 грамм растительного масла, чайная ложка разрыхлителя для теста, чайная ложка ванильного экстракта. Я взяла пакетик ванильного сахара, вес пакетика 8 грамм. И буквально щепотка соли. Смешиваем муку и разрыхлитель, а затем просеиваем. Добавляем молотый мак и все хорошо размешиваем. Молотый мак я приготовила самостоятельно. Я взяла сухой мак и размолола его на кофемолке. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Для бисквита нам понадобится 6 белков, то есть все, и 4 желтка. 2 желтка пока откладываем. Эти желтки у нас пойдут в крем. Желтки взбиваем с сахарным песком в светлую легкую воздушную массу. Сначала обязательно слегка взбиваем желтки и только после этого начинаем постепенно добавлять сахар. Если вы будете использовать ванильный сахар, как и я, добавьте сюда же и ванильный сахар. Небольшое количество сахара, буквально 1-2 столовые ложки, оставим. С этим сахаром мы будем взбивать белки. Взбиваем долго, примерно 5-7 минут. Желтки должны посветлеть, стать легкими и воздушными. Принято говорить, что желтки должны стекать с лопастей венчика ленточкой. И след от этой ленточки должен оставаться видимым некоторое время, то есть не исчезать сразу. Затем постепенно вливаем растительное масло и взбиваем еще буквально пару минут. В результате получается вот такая легкая, воздушная, желтковая масса. Перед тем, как взбивать белки лопасти миксера, обязательно моем с моющим средством и хорошо обсушиваем, чтобы они были чистые, без следов влаги и жира. Добавляем к белкам щепотку соли, чтобы они легче и охотнее взбились. И взбиваем пока без сахара, на средних оборотах миксера, до мягких пиков. Затем постепенно добавляем отложенный сахар и взбиваем до устойчивого состояния. Постепенно вмешиваем взбитые белки в желтковую массу. Вмешиваем аккуратно, лопаточкой, складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся снизу вверх, от краев к центру, стараясь максимально сохранить объем, которого мы достигли взбиванием желтков и белков. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто мучную смесь. Вмешиваем в 2-3 приема складывающими движениями. Лопаточкой также двигаемся снизу вверх, от краев к центру. Стараемся вмешать как можно быстрее и как можно бережнее, чтобы максимально сохранить объем теста. Но при этом, конечно же, следим, чтобы не было ни промеса, чтобы в тесте не остались сухие мучные комки. Вот такое негустое бисквитное тесто получается в результате.
Выливаем тесто на противень. Противень я застелила бумагой для выпечки. Размеры противня примерно 30 на 40 сантиметров. Аккуратно разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 15-20 минут. Готовность определяем легким надавливанием пальца на середину. Если палец не проваливается, бисквит пружинит, он готов. Даем бисквиту постоять буквально 10 минут, чтобы он слегка подостыл. Затем вот таким образом бисквит переворачиваем и снимаем бумагу. Нужно это для того, чтобы у бисквита не отпотело дно. И в таком открытом виде даем бисквиту полностью остыть. Для крема нам понадобится 250 мл жирных сливок для взбивания. Я предпочитаю использовать 35% сливки. Но теоретически взбиваются сливки жирностью от 30% и выше. Поэтому если у вас нет 35% сливок, можете взять сливки жирностью 30 или 33%. 250 мл молока, 2 яичных желтка, 75 грамм сахара, по рецепту 2 ровные столовые ложки кукурузного крахмала. Я взяла 40 грамм, 80 грамм белого шоколада и 1 средний лимон. Смешиваем крахмал и сахар. Желтки слегка взбиваем. Всыпаем желткам смесь сахара и крахмала, размешиваем и добавляем немного холодного молока. Просто для того, чтобы разбавить нашу желтковую массу, чтобы она была менее густой. Сюда же я добавлю немного цедры лимона. Всю цедру снимать не буду. Добавлю буквально чуть-чуть. И лимонный сок. Все оставшееся молоко перелью в кастрюльку и доведу до кипения. Постепенно тонкой струйкой буду вливать горячее молоко в желтковую массу при постоянном интенсивном размешивании. Этим мы прогреваем желтки, готовим их к завариванию. Возвращаем молоко с желтками в кастрюльку, ставим на огонь и варим до загустения. Варим при постоянном интенсивном перемешивании. После того, как масса загустеет, варим ее еще 2-3 минуты, для того, чтобы крахмал проварился и не ощущался в готовом креме. В результате получается довольно густая заварная масса. Снимаем ее с огня. Крем сразу же перекладываем в отдельную миску. Накрываем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не скапливался конденсат. Оставляем на рабочем столе остыть до комнатной температуры, а затем убираем на пару часов в холодильник. Остывший маковый бисквит разрезаем на 3 коржа. Я срезаю краешки у бисквита, поскольку они, как правило, бывают более сухими и не всегда ровными. Но этого можно и не делать. Белый шоколад натру на крупной терке. Как вариант, можно шоколад нарубить ножом. Достаем из холодильника остывшую заварную основу, снимаем пленку. Охлажденный заварной крем будет очень густым, поэтому для того, чтобы его было легче соединить со взбитыми сливками, я сначала крем слегка проработаю миксером. Здесь ключевое слово «слегка», поскольку крем у нас на крахмале. Если его интенсивно прорабатывать миксером, то он может стать жидким, и этот процесс уже будет необратимым, то есть он обратно не загустеет. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы с ними начнете работать, они обязательно должны быть в холодильнике. Желательно охладить еще и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, и лопасти венчика. Взбитые сливки должны хорошо держать форму,
но при этом их нужно не переработать, не перебить. Они должны остаться мягкими. И нам останется только соединить заварную основу и взбитые сливки. Первые порции сливок я буду вмешивать при помощи миксера, поскольку сейчас заварной крем достаточно плотный. Но буду вмешивать коротко, быстро и аккуратно, для того, чтобы максимально сохранить воздушность крема. После того, как заварная основа станет мягче, взбитые сливки можно вмешивать лопаточкой. Вот такой легкий воздушный крем получается в результате. И в последнюю очередь вмешиваем в крем белый шоколад. Примерно треть всего шоколада оставляем для украшения торта. Раскладываем крем между коржами. Распределяем крем по коржам ровным слоем. Сверху кладем второй корж. Правильнее было бы собирать такой торт в форме. Но, к сожалению, если нет подходящей по размеру формы, можно обойтись и без нее. Верх торта посыпаем оставленным белым шоколадом. Ставим торт на 2-3 часа в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался. И наш торт готов. Можно всех звать к чаю. Торт получается очень вкусным, легким и нежным. Итак, наш торт «Царица Эстер» готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.